Баниацин– комбинированный антибактериальный препарат для наружного применения. Содержит два антибиотика, оказывающих бактерицидное действие– неомицин и бацитроцин. Благодаря использованию комбинации этих двух антибиотиков достигается широкий спектр действия препарата и синергизм действия в отношении ряда микроорганизмов, например, стафилококков. Показания. Применяется при очаговых инфекциях кожи, например, фурункулах, карбункулы, после оперативного лечения, фолликулит волосистой части головы, гнойный гидроденит, псевдофурункулез, паранихия. Препарат применяется при бактериальных инфекциях кожи ограниченной распространенности, например, контагиозная импетиго, инфицированные варикозные язвы, при вторичной бактериальной экземе, вторичной инфекции при дерматозах, порезах, ссадинах, ожогах, в косметической хирургии и при трансплантации кожи, также для профилактического применения и под повязкой. Применяется после больших и малых хирургических вмешательств. Мазь баниацин может быть использована в качестве дополнительного лечения в послеоперационном периоде. Нанесение мази баниацин на марлевые полоски предпочтительно при направленном местном лечении больных с инфицированными полостями и ранами, например, инфекцией наружного слухового прохода, ран или хирургических разрезов, заживающих вторичным натяжением. Способ применения и дозы. Нанести необходимое количество мази или порошка на место лечения, если это целесообразно, под повязку. Как правило, у взрослых и детей порошок баниацин применяется от 2 до 4 раз в сутки, тогда как мазь баниацин используется от 2 до 3 раз в сутки. У больных с ожогами, занимающими более 20% поверхности тела, порошок баниацин не должен применяться чаще, чем один раз в день, особенно в случае снижения функции почек, поскольку может быть всасывание активного ингредиента. При местном применении доза неомицина не должна превышать 1 грамм в сутки, соответствует 200 грамм порошка или мази, в течение 7 дней. При повторном курсе максимальная доза должна быть снижена вдвое. Противопоказания. Упоминание в анамнезе о повышенной чувствительности к бацитроцину или неомицину, либо к другим антибиотикам аминогликозидового ряда. Баниацин не должен использоваться при существенных поражениях кожи, поскольку всасывание препарата может вызывать атотоксический эффект с потерей слуха. Баниацин не должен применяться у больных с выраженными нарушениями выделительной функции, в том числе почечной этиологии, и уже имеющихся поражениях вестибулярной и кохлеарной систем, в случаях, если возможна неконтролируемая абсорбция препарата. Не использовать в наружном слуховом проходе при перфорации барабанной перепонки. Не наносить на глаза. Применение при беременности и кормлении грудью. В случаях, когда невозможно контролировать абсорбцию препарата у беременных и кормящих женщин, баниацин следует применять с осторожностью. Подобно всем другим аминогликозидам, неомицин проникает через плацентарный барьер. При системном использовании аминогликозидов в высокой дозе отмечено развитие повреждений кохлеарного аппарата у плода. Особые указания. При использовании в дозах, существенно превышающих рекомендованные, вследствие возможного всасывания баниацина, следует обратить внимание на симптомы, указывающие на нефро- и атотоксические реакции, особенно у больных с трофическими язвами, поскольку риск токсических эффектов возрастает при снижении функции печени или почек. У больных с печеночной или почечной недостаточностью следует проводить анализы крови и мочи вместе с аудиометрическим исследованием до и во время интенсивной терапии баниацином. Должны быть соблюдены меры предосторожности при длительном назначении препарата больным с хроническим средним отитом из-за возможного атотоксического эффекта. Не использовать препарат в наружном слуховом проходе при перфорации барабанной перепонки. Если имеет место неконтролируемая абсорбция баниацина, следует обратить внимание на потенциальный блок нервно-мышечной проводимости, особенно у больных с ацидозом, миастенией гравис и другими заболеваниями нервно-мышечного аппарата. При длительном лечении должно уделяться внимание возможному росту устойчивых микроорганизмов, особенно грибков. В таких случаях следует назначать соответствующее лечение. Больным, у которых развилась аллергия и суперинфекция, препарат должен быть отменен. Побочные действия. Возможны аллергические реакции.
При длительном применении покраснение, сухость кожи, кожная сыпь, зуд. При лечении хронических дерматозов и хронического среднего отита баниацин способствует сенсибилизации к другим препаратам, включая неомицин. Это может проявляться в низкой эффективности лечения. Аллергические реакции по типу контактной экземы были менее распространены, чем обычно, связаны с перекрестной аллергией к другим аминогликозидам, приблизительно в 50% случаев. Системные эффекты при обширных поражениях кожных покровов следует принимать во внимание возможность всасывания препарата и развитие ото- и нефротоксических эффектов и нарушение нервно-мышечной проводимости. Лекарственное взаимодействие. Если имеет место системная абсорбция, сопутствующее назначение цефалоспоринов или других антибиотиков аминогликозидового ряда может повышать вероятность нефротоксической реакции. Одновременное использование таких диуретиков, как этокриновая кислота или фуросемид, может провоцировать ото-нефротоксический эффект. Абсорбция баниацина может потенцировать явление нервно-мышечного блока у больных, получающих наркотики, анестетики и миорелаксанты. Условия хранения и срок годности. Хранить при температуре ниже 25 градусов, в защищенном от света месте. Порошок следует хранить в сухом месте. Срок годности 3 года.